Фех. Произошел так называемый nice timing. Ничего абсолютно не происходило. И именно в момент, пока создавалась первая часть этого гайда на Лайтматику, создатель мода, Маса, внезапно решил выкатить довольно интересный пост, из-за чего микрочасть информации еще до выпуска ролика оказалась неактуальной. Вот он. Тут говорится, что автор по большей части потерял интерес к моддингу на новых версиях Майнкрафта, и что в настоящее время его интересует моддинг на старых. Он пишет, что ему надоело, и он больше не хочет касаться любого кода, начиная с версии 1.20.5. И связано это с новой политикой моджинг, при котором серьезные критические изменения добавляются даже во второстепенные апдейты, ломая большинство модов. В общем, резюмируя, автор больше не будет заниматься обновлением своих модов до новых версий. Это что получается, конец Лайтматики? На самом деле нет. Еще с версии 1.18 уже существовали люди, которые портировали мод на более новые версии. Этот раз исключением не стал. И в качестве одного из таких людей автор мода решил выделить того, кто помогал ему больше всего. Это Сакура Рёка. И теперь его или ее версии будут заливаться на официальные страницы модов, на CurseForge и Modrinfе, когда те будут становиться более-менее стабильными. Так что об обновлениях, я думаю, можно не беспокоиться. А обо всяких же ошибках лучше теперь писать в его-ее репозиториях. Кстати, да, вы не ослышались. В первой части я задавался вопросом, почему мода нет на Modrinfе. Теперь же он наконец появился там. И, возможно, новый человек как раз таки и причастен к этому. А еще оттуда же я узнал, что, оказывается, нормальная лайтматика на Forge существует. И называется Forgematica. Эта версия тоже является неофициальным портом. Кому было нужно, можете использовать. На CurseForge об этом написано не было. Если вы смотрели предыдущую часть, то там я успел сказать такую фразу, что Лайтматика практически не менялась с момента релиза. Код Лайтматики был написан еще на версии 1.12.2. Плашка же dev в названии файла пропала только к версии 1.17.1. Почти все, о чем я рассказываю вам в этом гайде, было и вовсе добавлено примерно к версии 1.14.4, как я чекнул по видосам на ютубе. После выходили уже такие, преимущественно более технические апдейты, которые что-то фиксили и исправляли. Что я хочу сказать? Я, конечно, не думаю, что будет что-то глобальное, поскольку Лайтматика и так, в принципе, функционально завершена. Но узнав, что Лайтматика теперь, если так можно сказать, курирует другой человек, Сакура Рёка, я подумал, что изменение или добавление каких-то небольших микроаспектов в моде с этого момента в теории более вероятно. И на самом же деле, некоторые небольшие изменения относительно версии 1.20.4 уже присутствуют. И поизучав, этот гайд стал полностью актуален по версию 1.21. Внезапно было добавлено аж целых вот столько новых параметров. Все эти параметры находятся в Generic, поэтому, скорее всего, вам не обязательно читать про них, так как это что-то техническое. А те, что достойные, уже включены в дальнейший текст второй части. И есть еще одно интересное изменение, которое выглядит уже так. Были удалены файлы переводов для русского, французского и украинского языка. И да, действительно, если вы переключитесь на русский версии мода 1.21, то перевода у вас больше никакого не будет. Чем же это изменение интересно, так это тем, что в первой части я также немного затронул эту тему. На что очень неожиданно, иногда я удивляюсь своей аудитории, мне ответил в комментариях человек, который, собственно, и занимался этим переводом. Он написал, что в коде в целом не было доступа к переводу этих строк. По этой-то причине он и не смог их перевести. Однако все это было на тот момент, поскольку следующей же строчкой человек также подметил, что на версии 1.12.2 эта проблема уже решена. И остается только надеяться, что это будет портировано в новые версии. В первый раз, когда я прочитал эту строчку, я особо ничего не понял. Я подумал, что человек, возможно, просто перепутал цифры, или что-то типа того. На самом же деле, на тот момент, я еще не знал о посте автора, и уже после, ознакомившись, там я открыл для себя еще одну новую информацию, помимо того, что рассказывал в начале, но о ней позже. Почему же переводы были удалены?
По этому поводу я смог найти вот такую вот надпись в одной из версий обновления Lightmatic 1.21, которая отсылает нас к Malilib. И в свою очередь в списке изменений Malilib я смог найти уже вот такой вот пунктик. Видимо, по какой-то причине защитник Windows стал ругаться на некоторые элементы в этих модах. И, собственно, как тут написано, чтобы снизить количество обнаружений, по итогу было решено удалить их. Полагаю, что разработчик скорее всего подумал, что там нет какой-то сильно важной информации, учитывая, что подсказки параметров перевести было нельзя, и в итоге пожертвовал ими. Вообще, в первый раз, когда я увидел это изменение, то подумал, что, возможно, это и есть то самое закладывание почвы для улучшения переводов. И в дополнение, даже смог найти вот такое вот изменение в чейнджлоге Malilib. Но, как мне сказали, структура переводов там обратно совместима. Поэтому, к сожалению, крайне маловероятно, что это как-то связано. В любом случае, если все же когда-то произойдет такое, что система переводов в Lightmatic будет улучшена, и кто-то захочет вдруг заняться этим, то можете использовать мой гайд и телеграф-страничку как сырье. В таком случае был бы рад узнать об этом в комментариях. Что же по поводу той самой, еще одной новой информации о Lightmatic, которую я открыл для себя после прочтения поста. Рассказывая про изменения Lightmatic, я на самом деле немного не договорил. Хоть после 1.14.4 и выходили преимущественно более технические апдейты, в моде все еще имеется большое количество недоделанности, а некоторые вещи и вовсе не работают, что, кстати, будет освещено во второй части гайда. Да даже то отсутствие возможности перевода подсказок тоже тому пример. На данный момент привычная нам Lightmatic имеет версию 0.19.2. Но что если я вам скажу, что то, чем мы пользуемся, это действительно недоделанный огрызок. А та самая великая Lightmatic будущего существует. Сейчас же уже я нахожусь на версии Майнкрафта 1.12.2. И теперь взгляните на версию мода здесь. 0.31.4. Конечно, версия мода относительно разных версий Майнкрафта может мало что значить. Но взглянув на главное меню, можно уже заметить, что различия какие-то присутствуют. И давайте теперь я просто позахожу в некоторые из менюшек или понавожусь на какие-то айтемы, чтобы вы могли посмотреть на различия и сравнить. В первый раз, когда я это увидел, я бы сказал, что я охренел. Тут, конечно, нет прям каких-то сильных функциональных различий, что сделало бы весь мой гайд неактуальным хоть на 5%, но это явно прям какой-то серьезный следующий уровень, где все доведено до ума и до идеального состояния, в отличие от нынешней Lightmatic. В общем, в какой-то момент, видимо, автору захотелось полностью обновить и доделать свои моды, в том числе и Lightmatic. И решил он начать это делать с версии 1.12.2. Наверное, потому что это первая версия, на которой они были написаны. И, соответственно, в ней он больше всего и разбирался. А еще, скорее всего, также потому, что ему просто в целом больше нравятся старые версии Майнкрафта. И уже после планировалось перенести все это последовательно в будущие версии. А текущая же Lightmatic действительно имеет, как пишет сам автор, старый код. Относительно моего рассказа может показаться, что этого так и никогда и не произойдет. Но на самом деле это не факт, так как сам автор не отказывался от этих планов. Насколько я понимаю, переписывание модов на данный момент еще не закончено. И когда моды, собственно, будут готовы, он все так же намерен портировать их на каждую последнюю второстепенную версию основных версий. То есть сначала на 1.13.2, потом на 1.14.4 и так далее до версии 1.20.4. Естественно, ожидать этого в ближайшее время точно не стоит. Тем более, что автор, как он также пишет, стал уделять больше свободного времени на какие-то другие свои дела. А что по поводу версий 1.20.5 и выше, то он планирует оставить перенос изменений на того человека, кто будет заниматься портированием модов на эти версии уже на тот момент. Вроде Сакуры Рёка. Поэтому как-то так. Остается только надеяться и ждать. Если вы вдруг тоже захотели сами взглянуть на Lightmatic для версии 1.12.2, то скачать вы ее сможете по вот этой вот ссылке, ведущую на сайт автора. Тут находится и Lightmatic, и Malilib. Далее вам потребуется либо лаунчер MultiMC, либо Prism Launcher, если у вас есть лицензия. Там выбирайте версию 1.12.2 и в качестве модлоудера ставите LightLoader. После просто закидываете файлы в папку mods, как обычно.
И все. У вас все, по идее, должно работать. Можно, конечно, и просто без лаунчеров попробовать накатить лайтлоудер, но вариант с ними будет попроще. Вообще, эта часть изначально не планировалась. Но информация сама решила внезапно возникнуть. Переписывая и дописывая гайд уже в 4-й раз, я понял, что как-то слишком много текста для и так ожидаемо большой второй части. Поэтому подумал, что все-таки сегментировать это будет логичнее. Спасибо за просмотр, ожидайте вторую часть.